Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. И сегодня я вам хочу показать, как легко и просто сделать очень вкусный соус из слив. Для этого подходят любые сливы, но я рекомендую вам брать, конечно же, спелые, сладкие, а самое главное, чтобы легко отделялась косточка от мякоти, иначе вы просто-напросто замучаетесь. Слив у меня здесь ровно 2,5 килограмма. Сливы я хорошенько помыл, отделил косточки от мякоти, и теперь нам осталось все это отправить на плиту. Желательно для этого брать посуду с толстым дном, чтобы у нас низ не пригорал, и я добавил 50 мл воды для того, чтобы в начальном этапе у нас все не пригорело. Вот посмотрите, прошло у меня буквально 5-7 минут, и как видите, очень много отделилось сока от сливы. И теперь я огонь делаю как можно сильнее, и пусть кипит минут 20 и испарится лишняя влага. Не забываем периодически помешивать, нам надо, чтобы слива стала как можно мягче. Прошло у меня ровно 20 минут, слива стала очень мягкой. И теперь я вам предлагаю два варианта. Можно эту сливу процедить через сито, но я рекомендую вам просто взять погружной блендер и хорошенько все это измельчить и превратить в однородную массу. Поверьте мне, этого будет достаточно. Никаких шкурок не останется. Прошло у меня буквально 3 минуты, и посмотрите, какая однородная масса и слив у меня получилась. Никаких шкурок нету, поэтому через сито я пропускать не буду. Теперь давайте сюда добавим следующие ингредиенты. Добавляю я сюда 400 грамм сахара и добавляю сразу сюда же 25 грамм соли. Это у нас получается кисло-сладкий соус. Добавляю я теперь сюда карри, очень вкусная и полезная приправа. Добавляем сюда ровно 30 грамм. Теперь добавляем сюда 1 чайную ложку черного молотого перца. Добавляем пол чайной ложки красного молотого перца. И осталось нам добавить сюда чеснок. Чеснок я буду пропускать через пресс. Использую я в этом рецепте 25 грамм свежего чеснока. И теперь нам осталось все это хорошенько перемешать. И отправляем опять на плиту. И на среднем огне доводим до кипения. Будьте осторожны. Соус очень густой, поэтому будет очень сильно булькать. И как закипит, я вам покажу. Соус у меня закипел. И теперь будем его проваривать ровно 10 минут. Этого будет достаточно. Огонь я держу маленький. Прошло у меня ровно 10 минут, и теперь соус и слив можно разливать по банкам. Банки я, как всегда, помыл с содой, простерилизовал их и крышки, а посуду, которой я пользуюсь, я всегда обдаю кипятком. И теперь заливаем нашим прекрасным и вкусным соусом банки до самого верха, накрываем крышками и закатываем. Уксус я в этом рецепте не добавляю, так как здесь много присутствует сахара, а сахар у нас выступает в качестве консерванта. В итоге у меня на выходе получилось ровно 2 литра соуса и слив на зиму. Осталось у меня буквально еще один половник, который я буду использовать для мяса. И теперь можно этот соус не укрывать, просто перевернуть на крышке и дать полностью остыть. Убираем в погреб, зимой достаем и наслаждаемся вкусной консервацией. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.